гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. В этом видео я вам предлагаю связать вот такую вот сказочной просто красоты шаль. Это полукруглая шаль по мотивам шали Сислав или упрощенная версия шали Нина. Кто давно подписан на мой канал, знает, что шаль Нина мы вязали. У меня есть мастер-класс на эту шаль. Кому будет интересно, я оставлю ссылочку внизу в описании под этим видео. Размах крыльев готовой шали получается 170 сантиметров. И высота шали получается 50 сантиметров. Да, высота небольшая, 50 сантиметров. Но от этого шаль приобретает только свою какую-то изюминку, свой шарм, потому что полукруглая шаль очень красиво ложится на плечи, она хорошо драпируется у шеи, поэтому ее можно использовать как бактус. Это авторская модель шали. Схема в интернете, в открытом доступе. Ссылку на схему и на автора этой шали я оставлю внизу в описании под этим видео. Из пряжи Flowers у меня получилось по этой схеме провязать всего лишь 2 раппорта. Первый раппорт мы провяжем полностью вместе с вами, каждый ряд попетельно. Это 31 ряд, поэтому видео, наверное, скорее всего, будет достаточно длинным. Этот раппорт я разделю на 2 части. В этой части мы провяжем с 1 по 15 ряд. И во второй части мастер-класса мы будем вязать с 16 по 31 ряд. Поэтому, если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выхода второй части. Шаль я вязала из пряжи Yarn Art Flowers Moonlight. То есть в эту ниточку добавлена еще тоненькая ниточка люрекса. К сожалению, камера не передает этот блеск. Я даже не знаю, как вам показать. Шаль очень красиво блестит, очень переливается. Номер цвета данной пряжи 3294. И вязала я эту шаль крючком 3,5. Итак, если вам понравилась эта шаль, а я почему-то уверена, что она вам обязательно понравится, то я приглашаю вас на свой мастер-класс. Добро пожаловать, и мы начинаем. Делаем первую рабочую петельку удобным для вас способом. И набираем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вставляем крючок в самую первую петлю и провязываем соединительный столбик. Дальше мы начинаем вязать первый ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. И теперь в получившееся кольцо мы провязываем 12 столбиков с одним накидом. Далее мы начинаем вязать второй ряд. В начале ряда у нас всегда идут 3 воздушные петли подъема. В этом ряду у нас еще одна дополнительная петля по рисунку. То есть во втором ряду у нас в начале ряда будет 4 воздушные петли. Дальше в следующую петлю вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Дальше над следующим столбиком предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. В следующую петлю вставляем крючок, столбик с одним накидом. И продолжаем чередовать так до конца ряда. 1 воздушная петля. В
следующую петлю предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Столбики с одним накидом мы провязываем в каждую петлю предыдущего ряда между столбиками по одной воздушной петле. И в конце ряда мы провязываем одну воздушную петлю и в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Мы довязали с вами второй ряд. Дальше начинаем вязать третий ряд, разворачиваемся и делаем 3 воздушные петли подъема. И в первую петлю предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. И теперь в этом ряду мы будем вязать только столбики с одним накидом. Над каждой петлей предыдущего ряда по одному столбику с одним накидом. Вот здесь вот в предыдущем ряду у нас воздушная петля, значит мы провязываем под воздушную петлю столбик с одним накидом. Далее в столбик предыдущего ряда тоже провязываем столбик с одним накидом. И чередуем сначала под воздушную петлю, затем в столбик с накидом предыдущего ряда столбик с одним накидом. И продолжаем так до конца ряда. В конце ряда не забываем, вот здесь у нас тоже была воздушная петля. Сначала мы провязываем под воздушную петлю столбик с одним накидом, а затем в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы должны провязать 3 столбика с одним накидом. В этом ряду у вас должно получиться 29 столбиков с одним накидом, включая 3 воздушные петли подъема в начале ряда. Дальше мы начинаем вязать четвертый ряд, 3 воздушные петли подъема. Дальше в самую первую петлю предыдущего ряда сейчас мы будем провязывать пышный столбик. Сделали накид на крючок, вставляем крючок в самую первую петлю, захватываем рабочую ниточку и вытягиваем. Стараемся вытягивать ниточку не очень длинную, чтобы столбик у нас получился маленький и аккуратный. Итак, вытянули раз, опять накид, захватываем рабочую нить, вытянули 2, накид, вытянули 3, еще раз накид, вытянули 4 и еще раз вытянули 5. Далее захватываем рабочую ниточку и продеваем через все вытянутые петли. Вот эту петлю крайнюю мы не провязываем. У нас сейчас 2 петли на крючке, и теперь эти 2 петли мы провязываем вместе. Вот такой пышный столбик у нас получается. Далее мы делаем накид, и в эту же самую первую петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Итак, 3 воздушные петли, пышный столбик и столбик с одним накидом мы провязали все в одну петлю. Далее провязываем 4 столбика с одним накидом над каждой петлей предыдущего ряда. Первый, второй, третий и четвертый. И опять провязываем пышный столбик, делаем накид, вставляем крючок в следующий столбик предыдущего ряда и провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Захватываем рабочую ниточку и вытягиваем ее только через все вытянутые петли.
У вас должно остаться на крючке 2 петли. И теперь эти 2 петли провязываем вместе. И теперь до конца ряда мы вяжем таким образом. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. Каждый столбик над столбиком предыдущего ряда. 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом провязали. Дальше в следующий столбик предыдущего ряда провязываем пышный столбик. И провязываем так до конца ряда. 5 столбиков с одним накидом, пышный столбик, 5 столбиков с одним накидом, пышный столбик. Далее в конце ряда мы провязываем 5 столбиков с одним накидом над каждой петлей предыдущего ряда. 2, 3, 4. Пятый столбик с одним накидом мы провязываем в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Дальше сюда же в эту же петельку мы вывязываем пышный столбик. Вставляем крючок сюда же в эту же петлю и вывязываем. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь сюда же в эту же петлю мы должны еще провязать столбик с одним накидом. И мы довязали до конца 4-й ряд, и в этом ряду у нас получилось 6 пышных столбиков. Далее мы вяжем 5-й ряд, 3 воздушные петли подъема. В самую первую петлю предыдущего ряда провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Далее, теперь посмотрите, в предыдущем ряду мы вязали пышный столбик. В этом ряду над пышным столбиком мы должны провязать рельефный лицевой столбик без накида. Вот у нас пышный столбик, по краям этого пышного столбика у нас провязаны столбики с одним накидом. Заводим крючок вот таким образом, чтобы у нас крючок был за столбиком. Захватываем рабочую ниточку и провязываем столбик без накида. Далее вставляем крючок в следующую петлю предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. В следующую петлю мы провязываем опять столбик без накида. Дальше в следующую петлю предыдущего ряда нам нужно провязать такой элемент: столбик без накида, 1 воздушная петля и столбик без накида. Следующий ряд, когда мы будем вязать, эту воздушную петельку очень сложно найти. Поэтому для начинающих мастериц я предлагаю воспользоваться маркером. Итак, мы провязываем следующую петлю. Сначала столбик без накида, 1 воздушная петля. И сюда же в эту же петельку еще столбик без накида. И теперь мы возьмем маркер и отметим, вот между 2 столбиков без накида у нас воздушная петля. Сюда мы повесим маркер. Еще раз повторюсь, если вы уже давно вяжете крючком, можете, конечно, не проделывать такие манипуляции. Но для начинающих мастериц это будет сложновато. Поэтому лучше в этом ряду эти петельки отметить. Дальше теперь мы провязываем 2 столбика без накида над каждым столбиком предыдущего ряда. Провязываем первый столбик без накида, второй столбик без накида. Третий столбик без накида мы должны провязать над пышным столбиком предыдущего ряда, и провязываем мы его рельефным лицевым столбиком без накида. Опять заводим крючок вот так за столбик, обхватываем его
вот таким образом, чтобы крючок был за столбиком. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Дальше опять у нас идут просто 2 столбика без накида, обычные. И теперь опять мы провязываем элемент столбик без накида, 1 воздушная петля и сюда в эту же петлю столбик без накида. И воздушную петельку между 2 столбиков без накида мы отметим маркером. И дальше все повторяем. Опять 2 столбика без накида, обычные, простые, над каждой петлей предыдущего ряда. Дальше над пышным столбиком мы провяжем рельефный лицевой столбик без накида. Дальше опять 2 столбика без накида, обычные, простые. И дальше мы опять провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля и сюда же столбик без накида. И опять воздушную петельку мы отметим маркером. И в конце ряда мы провязываем 1 столбик без накида, дальше 2 столбик без накида. Над пышным столбиком предыдущего ряда мы провязываем рельефный лицевой столбик без накида. И теперь в 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы провязываем 3 столбика с 1 накидом. И мы провязали 5-й ряд. Дальше мы начинаем вязать 6-й ряд. У нас 3 воздушные петли подъема. Сюда в эту же первую петлю мы провязываем пышный столбик. Вытягиваем 1, накид, 2, 3, 4 и еще раз 5. Рабочую ниточку протягиваем через все вытянутые петли и теперь провязываем через 2 петли на крючке. Дальше сюда в эту же петлю мы провязываем еще 1 столбик с 1 накидом. И теперь над каждым столбиком предыдущего ряда мы должны провязать по 1 столбику с 1 накидом. То есть сейчас до первого маркера мы должны провязать 7 столбиков с 1 накидом. Вот этот столбик с 1 накидом мы тоже посчитаем. Итак, 1. Дальше в следующую петлю 2 столбик провязываем. Дальше в следующую петлю 3. Следующую 4, 5, 6 и провязываем 7. Итак, вот до маркера мы провязали 7 столбиков с 1 накидом. Далее, теперь где у нас маркер? В предыдущем ряду это у нас была воздушная петля между столбиками без накида. Сейчас мы маркер убираем. Вставляем крючок вот сюда вот под воздушную петлю предыдущего ряда. Поэтому я и предлагала вам воспользоваться маркерами, потому что очень сложно найти эту петельку. Вот у нас был столбик без накида в предыдущем ряду. Сюда мы провязали столбик с 1 накидом. Под воздушную петлю предыдущего ряда мы провязываем пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Также протягиваем сначала через все вытянутые петли и потом 1 воздушная петля. И дальше мы вяжем столбик без накида предыдущего ряда, столбик с 1 накидом.
То есть вот что у нас получается. В предыдущем ряду мы провязали столбик без накида, 1 воздушная петля, столбик без накида. В этом ряду мы должны провязать в столбик без накида столбик с 1 накидом, в воздушную петлю предыдущего ряда пышный столбик и в столбик без накида во второй в предыдущем ряду мы опять провязываем столбик с 1 накидом. И теперь до следующего маркера вот здесь вот у нас опять должно получиться 7 столбиков с 1 накидом. Первый столбик мы уже провязали. Вяжем в каждую петлю предыдущего ряда по 1 столбику с 1 накидом. Так, вот 3. Дальше 4, 5, 6 и 7. Провязали 7 столбиков с 1 накидом. И дальше там, где у нас маркер или воздушная петля в предыдущем ряду, сюда мы вяжем пышный столбик. Вставляем крючок и вытягиваем. 1, 2, 3, 4 и еще раз 5. Закрепляем. И опять до следующего маркера у нас должно быть провязано 7 столбиков с 1 накидом. Провязываем. И под воздушную петлю предыдущего ряда мы провязываем пышный столбик. И далее до конца ряда все повторяем. Довяжите до этого пышного столбика самостоятельно. Итак, мы провязали пышный столбик, и до конца ряда нам опять нужно провязать 7 столбиков с 1 накидом над каждой петлей предыдущего ряда. Провязываем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. 7 столбик с 1 накидом мы должны провязать в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Дальше сюда в эту же петлю мы вывязываем пышный столбик. И сюда в эту же петлю мы провязываем еще столбик с 1 накидом. И мы провязали 6-й ряд. Дальше мы начинаем вязать 7-й ряд. У нас 3 воздушные петли подъема. Сразу же в первую петлю предыдущего ряда мы провязываем еще 2 столбика с 1 накидом. Далее над пышным столбиком предыдущего ряда мы провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Обхватываем вот таким вот образом пышный столбик в предыдущем ряду и провязываем столбик без накида. Дальше мы провязываем 3 столбика без накида над каждой петлей предыдущего ряда. Первый, второй и третий. В следующую петлю вяжем 2 столбика без накида. Первый и второй. И теперь будем чередовать таким образом. 3 столбика без накида над каждой петлей предыдущего ряда. Затем у нас идет
рельефный лицевой столбик без накида. Как раз этот столбик мы должны провязать над пышным столбиком предыдущего ряда. Потом опять 3 столбика без накида обычные в каждую петлю предыдущего ряда. Затем в следующую петлю мы вяжем 2 столбика без накида. И повторяем так до конца ряда. 3 столбика без накида. Над пышным столбиком рельефный лицевой столбик без накида. Дальше опять 3 столбика без накида. 2 столбика без накида. 3 столбика без накида. Над пышным столбиком рельефный лицевой. Опять 3 столбика без накида. В следующую петлю 2 столбика без накида. И провязываем так до конца ряда. Итак, вот мы довязали до конца ряда. Над предпоследним пышным столбиком в предыдущем ряду мы провязали рельефный лицевой столбик без накида. Дальше 3 столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда. В следующую петлю мы провязали 2 столбика без накида. Опять 3 столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Над пышным столбиком мы провязываем рельефный лицевой столбик без накида. И теперь в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем 3 столбика с одним накидом. Далее мы начинаем вязать 8 ряд, 3 воздушные петли подъема и 4 у нас по рисунку, то есть в начале ряда 4 воздушные петли подъема. Дальше сразу же в первую петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Дальше мы провязываем 2 воздушные петли. 2 петли в предыдущем ряду пропускаем и над рельефным столбиком в предыдущем ряду мы провязываем столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные петли. 2 петли пропускаем, в третью вяжем столбик с одним накидом. И повторяем так до конца ряда. 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью провязываем столбик с одним накидом. И еще раз 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью петлю, как раз эта третья петля у нас должна получиться. В предыдущем ряду мы вязали рельефно-лицевой столбик без накида. 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью провязываем столбик с одним накидом. И таким образом довяжите этот ряд до конца самостоятельно. В конце ряда мы делаем 2 воздушные петли, 2 петли в предыдущем ряду пропускаем и в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. Если у вас вдруг все скручивается и скукоживается, ничего страшного. Когда мы будем вязать следующие ряды, это все выпрямится. Далее мы вяжем 9 ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема. Дальше 5 воздушных петель по схеме. 1, 2, 3, 4, 5. То есть всего в начале ряда вам нужно набрать 8 воздушных петель. Дальше эту арочку мы пропускаем, в следующую мы вяжем столбик без накида. Дальше набираем опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую арку провязываем столбик без накида. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5.
В следующую арку провязываем столбик без накида. И чередуем так до конца ряда. 5 воздушных петель в арку столбик без накида. Провязываем так до конца ряда. Итак, довязали до конца ряда, провязали столбик без накида в последнюю большую арку предыдущего ряда, сделали 5 воздушных петель. И теперь в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы провязываем столбик с одним накидом. И в этом ряду у вас должна получиться 21 арка. Дальше мы вяжем 10 ряд, делаем 3 воздушные петли подъема. И далее в первую и в последнюю арку мы провяжем по 6 столбиков с одним накидом. Итак, вот у нас первая арка. Сюда мы провязываем 6 столбиков с одним накидом. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. В следующую арку провязываем столбик без накида. Далее теперь в следующей арке мы будем вязать по 7 столбиков с одним накидом. Провязываем первый, второй, и седьмой. В следующую арку провязываем столбик без накида. И теперь чередуем до конца ряда. В арку 7 столбиков с одним накидом, в следующую столбик без накида. Далее опять в арку 7 столбиков с одним накидом, в следующую арку столбик без накида. Провязываем так до конца ряда. В конце, в последнюю арку мы провязываем 6 столбиков с одним накидом. И в третью воздушную петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Итак, вот мы довязали до конца 10 ряд. В последнюю арку предыдущего ряда мы провязали 6 столбиков с одним накидом. И седьмой столбик с одним накидом мы провязали в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Далее мы вяжем 11 ряд, 3 воздушные петли подъема, еще одна петля по схеме, 4. Далее столбик с одним накидом сразу же в первый столбик предыдущего ряда. И теперь начинаем чередовать. Одна воздушная петля, одну петлю в предыдущем ряду пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, следующую петлю пропускаем, столбик с одним накидом. И дальше продолжаем так вязать. Одна воздушная петля, петлю в предыдущем ряду пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом. То есть в этом ряду у нас будут вот такие вот окошечки. И провязываем так до конца ряда. В конце ряда мы провязали столбик с одним накидом, делаем одну воздушную петлю, одну петлю в предыдущем ряду пропускаем и в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, одна воздушная петля и столбик с одним накидом. И мы провязали 11 ряд. Дальше мы начинаем вязать 12 ряд. У нас 3 воздушные петли подъема. И сразу же в эту же первую петельку провязываем 1 столбик с одним накидом.
Далее в каждую петлю предыдущего ряда мы будем провязывать столбик без накида. Итак, вот здесь у нас в предыдущем ряду была воздушная петля. Под воздушную петлю провязываем столбик без накида. Дальше столбик без накида провязываем в столбик предыдущего ряда. И чередуем сначала под воздушную петлю столбик без накида, затем в столбик провязываем столбик без накида. Опять под воздушную петлю столбик без накида и в столбик провязываем столбик без накида. То есть в этом ряду мы провязываем только столбики без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Провязываем так до конца ряда. Не забываем, что вот здесь у нас тоже была воздушная петля. Сначала мы провяжем столбик без накида под воздушную петлю предыдущего ряда и затем в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда нам нужно будет провязать 2 столбика с одним накидом. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Итак, мы начинаем вязать 13 ряд. В начале ряда у нас 3 воздушные петли подъема и 1 воздушная петля по рисунку. Дальше столбик с одним накидом провязываем сразу же в первую петлю предыдущего ряда. Дальше мы вяжем 1 воздушную петлю, 1 петлю в предыдущем ряду пропускаем, в следующую провязываем пышный столбик. Вытягиваем ниточку 1, накид, вытягиваем 2, накид, 3, накид, 4, накид и последний раз 5. Поправили все петельки на крючке, захватываем рабочую ниточку и продеваем через все вытянутые петли. У нас 2 петли на крючке, и теперь делаем 1 воздушную петлю. И теперь мы будем чередовать. 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем, провязываем столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем, вяжем пышный столбик. И давайте еще раз вместе. 1 воздушная петля, 1 петлю в предыдущем ряду пропускаем, провязываем сначала столбик с одним накидом. Опять 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем, в следующий вяжем пышный столбик. И так мы вяжем до конца ряда, чередуем столбик с одним накидом, пышный столбик, столбик с одним накидом, пышный столбик, между ними по 1 воздушной петле. И в предыдущем ряду 1 петлю между столбиками мы пропускаем. Провяжите так до конца ряда. Итак, мы довязали до конца ряда. В конце ряда у нас последний пышный столбик. Сделали 1 воздушную петлю. Дальше 1 петлю пропускаем и в третью воздушную петлю предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. И мы довязали до конца 13 ряд. В этом 13 ряду у нас получается 23 пышных столбика. Дальше мы начинаем вязать 14 ряд. В начале ряда у нас 3 воздушные петли подъема и сразу же в первую петельку предыдущего ряда провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Далее в этом ряду мы будем вязать над каждой петлей предыдущего ряда по 1 столбику с одним накидом. Итак, вот здесь у нас была воздушная петля, сюда провязываем столбик с одним накидом. Над столбиком предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. И опять под воздушную петлю предыдущего ряда столбик с одним накидом.
А над пышными столбиками мы будем провязывать рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Для того, чтобы у нас пышные столбики в предыдущем ряду на лицевой стороне были выпуклые, то в этом ряду нам нужно провязать его рельефным изнаночным. Для этого мы делаем накид на крючок, заводим крючок вот так вот перед пышным столбиком и провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. И с лицевой стороны у нас этот пышный столбик в предыдущем ряду получается выпуклый. И дальше опять под воздушную петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Над столбиком предыдущего ряда столбик с одним накидом. Опять под воздушную петлю столбик с одним накидом. А над пышным столбиком провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. И провязываем так до конца ряда. В конце ряда также не забываем, над пышным столбиком мы провяжем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Дальше под воздушную петлю мы провяжем столбик с одним накидом. Над столбиком провяжем столбик с одним накидом. Опять под воздушную петлю провяжем столбик с одним накидом. И в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провяжем 3 столбика с одним накидом. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Итак, мы продолжаем вязать 15 ряд, 3 воздушные петли подъема. Сразу же в первую петлю мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Далее в следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. И еще раз в следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. Далее мы будем чередовать. В следующую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю 1 столбик с накидом. Дальше в следующую петлю у нас опять 2 столбика с накидом. В следующую петлю предыдущего ряда 1 столбик с накидом. И продолжаем так чередовать до конца ряда. 2 столбика 1, 2 столбика 1. Довязываем так до конца ряда, примерно вот до пышного столбика. Итак, вот мы довязали до конца ряда, и над пышным столбиком в предыдущем ряду у нас должен получиться столбик с одним накидом. Дальше в следующую петлю у нас 2 столбика с одним накидом. И до конца ряда у нас остается 4 петли в предыдущем ряду. Мы должны провязать в каждую петлю по одному столбику с одним накидом. Итак, первый, второй, третий и четвертый. И теперь в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем 3 столбика с одним накидом. И мы довязали до конца 15 ряд. И в этом ряду у вас должно получиться 152 столбика с одним накидом.